Я приветствую вас у себя в гостях на канале. Меня зовут Татьяна. И у нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Телец. Расклад у нас называется «Колесо жизни». Мы посмотрим все сферы жизни. Также получим советы от оракулов. В конце у нас будет маятник. Маятник нам ответит на вопрос, исполнится какое-то ваше заветное желание или мечта. Давайте посмотрим, тельцы, что вас ждет в 2022 году. Я вас всех поздравляю с наступающим или уже с наступившим Новым годом. Я желаю вам счастья, любви, здоровья, удачи, а также в реализации всех ваших желаний, намерений, исполнения вашей мечты. Может быть, даже у вас их несколько. Хорошо, давайте посмотрим, что вас ждет, тельцы, в 2022 году. Первая сфера у нас это карьера, работа, бизнес. Что у вас будет происходить в 2022 году и совет. Финансы. Совет. Любовные отношения, семья. Совет. Отношения с другими людьми. Это могут быть ваши дети, родители, друзья, коллеги на работе, бизнес-партнеры, клиенты, заказчики. Совет. Ваше эмоциональное состояние, настроение. Совет. Творчество, творческие проекты, реализация. Совет. Отдых, развлечения. Совет. И ваше собственное развитие, обучение, получение новых знаний, навыков, возможностей. Совет. Еще у нас будет одна карта. Это основной акцент этого года, 22-го для вас. Мы ее откроем в конце. Хорошо, наш расклад готов. Давайте приступать. Первый у нас карьера. Здесь у нас рыцарь кубков. Во-первых, это рыцарь кубков, это заниматься любимым делом. Это гармоничное место работы, это хорошие доброжелательные отношения в коллективе, с коллегами, бизнес-партнерами, заказчиками, с клиентами. Может быть очень много поездок, кто-то может уезжать, приезжать, может быть на заработки, но это вам доставляет удовольствие, это вам не в тягость. Давайте совет посмотрим. Солнце. Здесь может быть реализация в творчестве, еще это слава. Карта славы, признание, почет, реализация. Да, рыцарь кубков у нас еще может быть это что-то связано с творческими проектами. То карта говорит, что здесь вас ждет признание. Здесь может быть продвижение по карьерной лестнице, достижение мастерства в том деле, который вам очень нравится. И солнце как совет говорит, не бойтесь показать себя миру. Светите ярко, наслаждайтесь своей работой, бизнесом. Эти еще карты могут показывать, например, на работу с детьми, с животными. Но это вот именно проявить какую-то свою индивидуальность в работе, в бизнесе, показать свои таланты, дарования. Может быть, вы будете захвачены какой-то новой идеей. И карта говорит, что в 2022 году вы можете не только сами стать счастливыми, и получать удовольствие от своей работы, но и счастливить других людей, которые, может быть, работают вместе с вами. Можете стать фонтаном каких-то новых идей, задумок. Но также солнце еще это уверенность в себе и в своих силах. Хорошо, финансы. Вот в финансах у вас ложится паж мечей. Здесь могут быть траты на обучение вас, может быть, для семейных ваших детей. Еще по этой карте, может быть, денег будет не так много, как вам хотелось бы. И вы будете воспринимать это немного болезненно. Да? Давайте совет посмотрим.
Рыцарь Пентаклей очень стабильная карта, но это еще карта продвижения по карьерной лестнице. Это медленный, но стабильный прирост денег. Это может быть реализация в вашем бизнесе, в работе, продвижение. Но карта еще советует вам очень бережно относиться к деньгам в 2022 году. Если будете куда-то вкладываться, то не рискуйте. Как совет рыцарь Пентаклей говорит, не совите деньгами, не тратьте их налево-направо необдуманно. Если что-то будете покупать, приобретать, то по пажу мечей отслеживайте информацию в интернете, сравнивайте цены. То есть вот так захотели что-то купить, сначала проанализируйте рынок. Но еще деньги будут зависеть от вашей работы. У кого-то здесь могут быть неожиданные поездки, командировки по работе. Хотя карта говорит, что вы получите удовольствие от этой поездки, но может быть как-то это неожиданно по пажу. То есть вы не рассчитывали куда-то ехать, а здесь придет сообщение, например, на работе, что нужно куда-то отправляться. Кто-то может вообще уехать на заработки далеко. Еще здесь могут деньги тратиться на недвижимость, на автомобиль. Может быть, автомобиль вам нужен как раз и по работе. Если у вас предстоят какие-то сделки по деньгам, то по пажу нужно будет заручиться чьей-то поддержкой профессионала, может быть, юриста, потому что вас показывают пажом. Пусть человек проверит, тот, который в этом разбирается, юрист хотя бы, получите консультацию, чтобы в документах все было чисто. Хорошо, любовь, отношения, семья. У нас тут ложится старший аркан дьявол. Конечно, дьявол это показывает. Любовь, страсть, желание обладать. Но еще, конечно, это карта зависимых, тяжелых отношений, когда кто-то кого-то подавляет, или здесь нет, может быть, честности. Так, а что у нас совет ложится? Двойка мечей. Да, двойка мечей, может быть, еще и выбор. То есть, может быть, еще, например, вы состоите в крепких отношениях в браке, но у вас появляется какой-то соблазн или отношения на стороне. Здесь карта говорит в совет. Прежде чем сделать выбор, не спешите. Послушайте свою интуицию, свой внутренний голос. Если здесь есть какие-то измены, обман, то вот опять двойка мечей, совет. Не закрывайте глаза на какую-то правду. Скорее всего, вы видите что-то нелицеприятное в своем партнере или партнерше. Здесь может быть еще и зависимость у человека. Например, человек пьет или гуляет, да, или может быть наркотики, или какая-то игромания. Если уже сомнения появились, то нам нужно здесь... Тут вот после двойки ведь идет тройка, да? Тройка это когда мы расстаемся. Потому что по двойке мечей это уже сомнения в партнере, сомнения в своих чувствах, в чувствах его, и вообще сомнения, нужны ли вам эти отношения. По дьяволу может быть очень сильная манипуляция, зависимости. Это знаете как, и вот двойка мечей, и любовь, и ненависть одновременно. Конечно, двойка мечей в совет говорит, доверяйте только себе, своему внутреннему голосу. Давайте еще одну карту. Тройка пентаклей. Конечно, как все пентакли, здесь карта говорит, что нужно работать над отношениями. Может быть, отношения с человеком на работе, может быть, например, для женщины это ваш начальник. Может быть, человек женат, но вы от него как-то зависите. То есть, если вы эти отношения разорвете, вы можете потерять работу. Или человек вас содержит. Если вам человек дорог, постарайтесь перевести эти отношения на более зрелый уровень. И если у вас получится преодолеть какие-то зависимости, проблемы, если вы справитесь, например, со своей ревностью, то есть шанс как-то укрепить эти отношения. Хорошо. Ваши отношения с другими людьми, это могут быть ваши члены семьи, родственники, дети, родители, коллеги на работе. Четверка жезлов говорит, что вы открыты для общения, вы очень гостеприимный человек. Может быть, вы любите приглашать родственников, друзей, какие-то праздники отмечаете, может быть, по выходным собираетесь, там, вы ездите к родителям, родители приезжают к вам.
или с друзьями с какими-то собираетесь. Ну, то есть вы открыты для общения. Вы любите проводить время с друзьями, вы очень коммуникабельные, общительные. То есть вот ваш дом всегда открыт для друзей. Еще одна четверка, четверка кубков. Это у нас ложится совет. Вы знаете, вот как эти две четверки, этот человек открыт, как книга. То есть к нему приходят все, кто хочет, вы всех принимаете, накормите. А вот здесь совет вам говорят, иногда нужно побыть и наедине с собой. И себе нужно уделить время, не только друзьям, родным и близким. Хорошо. Ваше эмоциональное состояние, настроение в 2022 году. Ну, вот у нас эта четверка перешла в пятерку. Тут может быть какие-то разочарования, кризисы, эмоциональное выгорание, крушение каких-то планов, надежд. И в совет вам ложится император. Карта говорит, если у вас что-то вас разочарует, ну это может быть любой сферы жизни, и в работе, и в отношениях, в бизнесе, может быть какие-то планы ваши не реализуются, то в совет карта говорит, или ставьте новые задачи, или здесь будет помощь от императора. Это может быть человек, который старше вас по возрасту или по положению. Если вы не сможете что-то реализовать, будете очень переживать, то по императору карта говорит, подойдите к решению этого вопроса серьезно, берите ответственность на себя и учтите свои прошлые промахи и ошибки, которые привели к неосуществлению каких-то ваших планов. Или карта говорит, что вот какой-то человек поможет вам в какой-то нелегкой ситуации. Это может быть и знакомство новое с человеком. Тут, понимаете, по дьяволу может быть или есть какие-то зависимые отношения, или трудности большие, проблемы в браке, в любви, и вы уже стоите перед выбором оставаться в этих отношениях. Может быть, у вас кто-то еще появился. Здесь может быть уход из одних отношений в другие. И это очень сильно поменяет ваше эмоциональное состояние, ваше настроение. Но также здесь может быть от императора получение, например, новой работы, или может быть помощь финансовая, чтобы вы реализовались, например, в творчестве. Вот давайте посмотрим шестерку, у нас здесь творчество. Здесь у нас ложится король жезлов. Конечно, эта карта может показывать вас. Карта говорит, что в творческих проектах, в реализации вас сейчас будет переполнять энергия, энтузиазм. И вы с легкостью можете справиться с любой задачей. Может быть, даже возникнет какая-то ситуация, в которой потребуется умение владеть собой, проявить волю, ну и, может быть, принять ответственное решение. Или здесь в творческом проекте, опять же, помощь от такого короля. Это может быть человек, который работает на себя или занимает руководящий пост. Да, этот человек может помочь вам, например, найти работу или поможет вам финансово. Потому что пятерка в совет ложится, может быть, реально хотите что-то вот реализовать. Очень много задумок, планов, но, может быть, вот финансово не хватает, чтобы это реализовать. Здесь может быть от кого-то помощь. Может, это какой-то ваш родственник. Или, например, бизнес-партнерство. Хорошо, отдых. Отдых здесь старший аркан сила. Что у нас совет? Рыцарь мечей. У вас очень много рыцарей. Динамичный год будет. Может быть, реально какие-то передвижения. Как правило, старший аркан сила — это когда человек справляется с какой-то сложной жизненной ситуацией или с большим объемом работы. То есть вот ему нужно добиться какой-то цели, покорить какие-то вершины, завоевать новые территории. И вам карты говорят, что да, работайте, но не забывайте отдыхать. Вот сила-то, конечно, будет присутствовать у вас, но чтобы вы смогли и дальше работать в таком же темпе, значит, нужно уделять внимание и отдыху. Вы даже быстрее все это решите, трудности, если будете восполнять свои ресурсы, отдыхать, высыпаться, может быть, куда-то поедете. Хорошо. Собственное ваше развитие, обучение. Здесь семерка пентаклей. Это вкладываться в свою работу, бизнес. Это вкладываться в свое обучение. Но еще в развитие, да.
Что у нас совет? Иерофант. Иерофант всегда говорит, что нужно получать новые знания. Для того, чтобы продвигаться к своей цели, будь то это по карьерной лестнице, будь то это в своем бизнесе, никогда не поздно учиться. Кому-то еще карта советует обратить внимание на свой духовный рост. Семерка всегда это карта терпения. Это карта духовного роста, развития. А иерофант это может быть заняться медитациями, духовными практиками. Может быть это встать кому-то под руку, вот, выбрать для себя какого-то гуру, и заниматься с ним там какими-то кругами медитации. А также это может быть и вот это развитие поможет вам стать для кого-то уже наставником. В любом случае карта советует вам вкладываться в ваше обучение. Хорошо, и давайте посмотрим основной акцент года для вас, 22 для тельцов. Паж Пентаклей. Это обучение, получение новых знаний. Это фундамент, который мы закладываем на наше будущее. Финансовая подушка безопасности – это вкладываться в обучение, как я сказала, себя, детей, вкладываться в свой бизнес, в свои проекты или, может быть, вкладываться в недвижимость. То есть создавать вот эту прочную основу на какие-то долгосрочные дела, проекты, замыслы, расставить для себя приоритеты. Даже если каждый месяц откладывать по 1000 рублей, к концу года это уже будет 12 тысяч. Ну, а если у вас есть возможность откладывать больше, то карта говорит, что это приведет к хорошим вложениям. Да, еще по этой карте обращайте внимание на детали и какие-то мелочи, которые вы можете упустить. Хорошо, давайте для вас советы получим. Так, совет от королевы Луны. Тельцы, 22 год. Self-reflection – это самоотражение. Карта вам советует, будьте любопытны относительно своей сущности. Обратитесь внутрь себя, чтобы спокойно осознать, кто вы и что вы хотите. А чем больше вы будете знать о себе, тем лучше сумеете управлять собой. Знайте, во что вы верите и почему. И кроме того, будьте открыты для развития новых верований и путей в жизни. Хорошо, еще у нас совет от оракула «Магические врата». Тельцы, 22 год. Давайте посмотрим. Так, что мы тут перевернулись карты. Внутренний свет и благодать. Так, я открываю свою душу благодати, и мой свет озаряет мир. Давайте я вам зачитаю. Все хорошо, можете расслабиться и плыть по течению, потому что ваш путь предначертан свыше. На вас изливается божественная благодать. Дух благодати нежно разворачивается в вашей жизни, поэтому будьте благодарны ему за это. И третье у нас это внутренний свет. Свечение внутри вас расширяется, оно несет людям свет и освещает тьму. Ваш свет – это священный маяк, притягивающий к вам все изобилие и поддержку Вселенной. Хорошо, давайте еще мы с вами посмотрим маятник. Сейчас я беру карту. Я надеюсь, вы уже загадали желание или у вас есть какая-то мечта. Давайте посмотрим, исполнится она или нет в 2022 году. Тельцы. Маятник, ответь, пожалуйста, тельцам, исполнится ли их желание или мечта в 2022 году. Ответ – да.
Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, пишите ваши комментарии. Еще раз с наступающим или уже наступившим Новым годом. Всего вам хорошего. До свидания.